От пациентки акцент на дивертикулы сигмовидной кишки ГО. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 73 лет. Дата исследования 3 февраля 2023 года. Область исследования: органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. Желудок обычных размеров, на 25 мм, пролоббирует в грудную полость. Печень КРП 129 мм, КРЛ 58 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 43 плюс 65 ху, диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, правильной формы. Плотность желчи диффузно повышена до плюс 35 плюс 49 ху, рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедок до 5 мм. Поджелудочное железо размером 25, 17, 13 мм с четкими неровными контурами. Паренхима диффузно неоднородна. Плотность плюс 23 плюс 87 ху, Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Надпочечники не увеличены, обычной структуры, уай-образной формы. Правая и левая почка нормальных размеров. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна. Паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Параортально и параковально визуализируются множественные лимфоузлы размером по короткой оси до 11 мм. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. В нисходящем отделе толстой кишки визуализируются единичные дивертикулы диаметром до 10 мм. В условиях отсутствия перорального и внутривенного болюсного контрастирования, убедительных признаков отека стенки и прилежащей жировой клетчатки не выявлено. Заключение КТ: картина лимфоаденопатии живота. КТ: признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, дисхолии, дивертикулеза толстой кишки. Рекомендовано КТ с контрастным усилением, консультация онколога. 24 мая 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: вы оплатили описание КТ брюшной полости, а вопрос задаете про сигмовидную кишку, которая находится в малом тазу, который я в рамках описания органов брюшной полости не описывал. В брюшной полости есть признаки лимфоаденопатии живота, то есть лимфоузлы увеличены, и это может быть признаком наличия опухоли. КТ живота без контраста – это малоинформативное исследование, зачастую на УЗИ видно больше. Без контраста не оценить наличие метастазов в печени и почках. Имеет смысл сделать исследование с контрастным усилением. Дивертикулы в нисходящей кишке есть, они мелкие и особого значения не имеют. Ткань печени и поджелудочной железы без контраста толком не оценить. Плотность желчи повышена, это может говорить о нарушениях ее оттока. Нужно исключать камни в желчных протоках и опухоль поджелудочной железы. Рентген контрастных камней нет, а для поиска опухоли нужен контраст.